Я всех приветствую. В этом видео я вам расскажу про монокатушку Xterra 705 с частотой 1875 Гц. 1875. Это моя любимая катушка. Она очень сильно недооценена, потому что все гоняются за ДД-катушкой большего диаметра, 15 дюймов, 13 дюймов и так далее и тому подобное. Недостаток этой катушки — это, конечно, ее диаметр. Там, где большой катушкой делается один проход, этой приходится делать 3 прохода. Но с другой стороны, у нее есть преимущество. Преимущество, опять же, в ее размере. Первое — обнаружение цели. Если цель находится под катушкой, она там и будет находиться. Положим, в ДД-катушке есть недостаток. Вы можете целиться сюда, а цель может находиться рядом. То есть это большая ошибка. У ДД-катушек они ошибаются с обнаружением цели. У монокатушки такого нет. Далее. Эта катушка очень хороша для пляжей, для тяжелых, вообще для любых почв, где грунт очень тяжелый. Из-за своего маленького диаметра она проникает глубже, чем катушки большего диаметра. Как это ни парадоксально. Если, предположим, взять диаметр у нее 9 дюймов и взять 15 дюймов, сами понимаете, объем исследуемой почвы меньше и глубина обнаружения, как ни парадоксально, больше. Итак, катушка 1875. Следующая частота у Xterra 705 мини-лабовских 7,5. Это средняя частота. Ну так вот, то ли по ошибке, то ли специально, то ли так получилось, но катушка высокочастотная 1875 видит цели так же, как катушка 7,5 Гц. Но при этом работает как 1875. То есть реально она работает на 2 частотах. Как это ни парадоксально. Далее. Именно эта катушка может увидеть любую цель, лежащую на ребре. Именно с этой катушкой я поднимаю все мелкие монеты на пляже и золотые украшения. Именно эта катушка не боится воды. У меня в арсенале 2 катушки. 1875 монокатушка и ДД-катушка 7,5. 7,5 катушкой работаю, с ней нужно пройти большие территории за меньшее время. С этой катушкой, монокатушка 1875, я уже добиваю какие-то участки территории, местности или выбиваю полигон уже окончательно. Она видит более мелкие цели и видит более тщательно. То есть это для тщательного обследования и прохода территории. Также она неоспоримо имеет преимущество, если нужно пройти какие-то территории, где много деревьев, много кустов. Даже, смотрите, если по диаметру, даже с другой катушкой она меньше. То есть с ней ходить удобно. С этой я хожу по большим территориям, а с этой катушкой я хожу там, где нужно найти более мелкие цели, и там, где большая достаточно растительность, где скорость не нужна, где нужно тщательно пройти территорию. Глубина обнаружения у этих катушек практически одинакова. С ДД-катушкой она видит немного глубже, но если что касается сильно минерализованной почвы, то практически шансы у них равны. Только у этого диаметр больше, у этого диаметр меньше. Что я сейчас сделаю? Я набрал монет по 50 копеек. Сейчас я их заложу на глубину штыка лопаты и посмотрю, как катушка высокочастотная 1875 моно будет их видеть. Почему именно штык лопаты? Лопата фискас обыкновенная. Почему именно штык лопаты? Ну, грубо говоря, ее длина составляет 28-30 сантиметров. Практически. Если вы ищете клад, то клад максимум закладывается на глубину от вашего сегодняшнего положения 60 сантиметров. Монеты где-то появляют, можно найти на глубине порядка 15-20 сантиметров. Все зависит от глубины культурного слоя. И, положим, там, где я
занимаюсь поиском, глубина составляет от 10 до 15 сантиметров. Это глубина культурного слоя. То есть это все потеряшки, монеты, какие-то вещи, которые я могу найти на уровне. Вот, люди потеряли в течение там 20-30 лет, произошел нанос песка, земли. И вот на этой глубине, на этом культурном слое я могу их обнаружить. Клады обнаруживаются на глубине порядка 60 сантиметров. То есть если взять 30 сантиметров штык лопаты, 20 сантиметров максимум культурный слой в том районе, где вы проживаете. Так, если возьмем уже 50 сантиметров, но 10 сантиметров это вот на углубление. То есть люди закапывали на глубину штыковой лопаты еще немного глубже. То есть получается 60 сантиметров. То есть практически, сейчас я посмотрю, как будет видеть высокочастотная катушка моно. Цели 50 копеек российские современные на глубине штыковой лопаты. Ну вот я выбрал место в лесу. Ничего не фонит. Чувствительность 29. Пускай будет 29. Пожалуйста, чисто. Вот сейчас мы здесь закопаем монету на глубину лопаты 30 сантиметров. И посмотрим, что это даст. Все, яма выкопана на штык. Сейчас посмотрю, как ее увидит монокатушка 1875 XTR 705. Мне даже самому интересно, увидит она ее или не увидит. Монету положил, вон она лежит плашмя. Все, сейчас закопаю, утрамбую и посмотрю, как ее увидит катушка. Итак, монета у нас закопана на величину штыка лопаты Fiskars. Сейчас будем смотреть. Так, чувствительность 30. Смотрим. Цель видно. Делаем чувствительность 29. Цель обнаруживается. Делаем 28. Цель видно, можно копать. 27. Цель четко прослушивается. Можно копать. 26. Ну, еще прослушивается. Я бы сказал, что копать можно. 25. Ну, уже через раз. 24. Вот. На 24 уже, грубо говоря, край. То есть вывод. Обыкновенные 50 копеек. Монокатушка 1875 видит на 30 сантиметров на глубину. Штыковой лопаты Fiskars. Практически это очень хорошая глубина. Итак, делаем вывод. Монокатушка 1875 XTR 705 видит 50 копеек обыкновенных на глубину 30 сантиметров. Как я вам все показал, видит хорошо, дает сигнал копать. Так что, если положим, взять 15-дюймовую катушку, она видит максимум на 40 сантиметров все эти монеты. Далее, сейчас я покажу еще один прием с этой катушкой. Возьмем условный клад. Возьмем кружка старая, откопал я сегодня, советская. Какого она тут года. Ну вот, посмотрим, на какую глубину видит ее катушка 1875 с частотой. Будем закапывать. Практически на этом самом месте. Сейчас монету выкопаю и кружку туда закопаю. Вот.
Достал я монету, эти 50 копеек, что лежали для чистоты эксперимента. Все, сейчас буду закладывать имитацию клада. Итак, яма выкопана. Смотрим. Практически по ручку. Ну, немного захватит сверху еще эта банка будет. Ну, где-то по ручку, по оранжевую. Длину сами можете измерить в лопату стандартный. Берем, бросаем. Все, лежит. Сейчас еще измерим до банки. Сколько до кружки. Вот, по оранжевую ручку. Все, сейчас закапываю и проверяем. Все, закопал. Утрамбовал. Все, сейчас проверим, видит ли монокатушка. Видит очень хорошо. Минус 8, 48, ну, ржавая. Он дает. Это у нас было на всю. 29. Видит. 28. Видит. 27. Ну так, видит. 26. Фона нет. Видит. 25. Видит. 24. В принципе, еще копать можно. 23. Ну, уже все. Вот. На чувствительности 23. На глубину по ручку оранжевую стандартной лопаты. Высокочастотная катушка 1875 XTR 705. Видит банку, условно клад. Все, это в принципе все, что я хотел вам рассказать про монокатушку 1875 XTR 705. Как я говорил выше, я считаю, что ее сильно недооценивают. Очень хорошая катушка, и практически 80% всех находок я сделал именно ей. Многие считают маленький диаметр катушки, монокатушки 9 дюймов, ее недостатком. Я считаю, это его преимущество, так как при обнаружении цели нужно меньше доставать кубометров земли для того, чтобы извлечь найденную цель. Это является ее огромным преимуществом. Достаточно 4 штыков лопаты, и цель будет у вас на поверхности. Если взять ту же самую ДД-катушки, особенно 15-дюймовые, приходится копать огромные ямы. Как я вам показал ниже, практически цель она видит одинаково. Как из ДД-катушки, так и монокатушки. Я бы посоветовал и рекомендовал всех, у кого есть металлодетекторы XTR, приобретать катушки, монокатушки именно 1875. Все, всем спасибо.